Всем огромный привет! Продолжаю рассказывать, как мы переделывали старую веранду в современный санузел. Предыдущие серии вы можете посмотреть по ссылкам в описании внизу. Итак, на очереди сборка душевой кабинки. Как и все предыдущие работы перед этим, кабинку мы будем собирать тоже своими руками. Первым делом собираем центральную панель кабинки со смесителем и душевой стойкой. Сначала прикручиваем штуцер для душевого шланга и затем собираем уже душевую стойку, чтобы установить ее на центральную панель кабинки. И хоть кабинка у нас не из дешевых, но дефектов на пластиковых деталях было достаточно много, приходилось дорабатывать и срезать наплывы. Тем временем устанавливаем направляющие стойки. На трубу стойки устанавливаем держатель душевой лейки с фиксатором высоты. Все это вставляем в держатели, зажимаем бинтами и закрываем потом уже декоративными заглушками. Чтобы установить смеситель, пришлось досверлить отверстие для крепления. Я сомневалась, что, возможно, мы что-то не понимаем, ведь не может же быть такого, чтобы производитель просверлил одно отверстие и забыл про второе. Но оказалось, что может. Прикручиваем смеситель и закрываем места крепления с лицевой стороны декоративной накладкой. Устанавливаем ручку смесителя. Смеситель установлен, и осталось только подключить к нему штуцер душевого шланга. Для этого в комплекте идет специальная подводка, которую мы устанавливаем, не забывая проверить прокладки. Все трубы, в том числе и сливная труба из душевой, у нас не вмонтированы в стену, у нас такой возможности нет, поэтому в поддоне нам приходится вырезать отверстие для сливной трубы по своим размерам. Особенность нашей переделки состоит в том, что мы имеем дело с очень ограниченной площадью, поэтому некоторые этапы установки меняем местами. Как, например, устанавливаем поддон по уровню сейчас и предварительно собираем слив, чтобы его проверить на герметичность. Проверяем, как сливается вода и нет ли протечек на местах соединений. Приступаем к сборке задних стенок душевой кабинки с центральной панелью. Заранее наносим силикон на грани центральной панели, к которым будут крепиться стенки, и собираем конструкцию на поддоне. Тут, конечно же, уже работали в 4 руки. Один здесь человек не справится, естественно. Пришлось постоять мне крестом довольно-таки долго, но ничего, получилась такая небольшая зарядочка. Долго не могли разобраться, какой стороной куда крепить. Оказывается, надо. Что надо, Олег? Прямой стороной, чтобы 2 плоскости. Единственное, что очень близко, малый зазор, очень близко саморезы к краю пластика. Поэтому надо под углом сверлить, чтобы не пробить пластик. Да, тут не было этих дырочек, поэтому надо сверлить самим. Прямая планка. Вот здесь он заканчивается и поворачивает сюда. Естественно, вот под пластиковая накладка, вот эти вот отливы, загибы, они сделаны под 45. Вот. Ставишь, а дальше сюда уже здесь будет уплотнитель ставиться и будет боковые прикручиваться отсюда. Вот эти планки. Дальше. Дырочки для них, вот отверстия. Вот таким вот образом они будут накладываться. И вот здесь получается зазор для стекла, уже для боковушки, для дверей. Дырочки для крепления. Там вверху.
И здесь сквозные дырки для того, чтобы саморезами уже дуги крепить. Собираем профиль для дверей. Собрали каркас для дверей уже и боковых коротких стекол. Вот таким образом, сейчас я покажу. Они соотносятся друг с другом, то есть прорезь по прямой, на прямой направляющей должна совпадать с прорезью на полукруге. Сюда вставляются стекла. В собранный каркас боковых стенок устанавливаем стекла. В комплекте к стеклам идут специальные прижимы. Размечаем места крепления прижима, засверливаем их и устанавливаем прижим с помощью самореза. Как видите, и здесь не обошлось без косяков от производителя. Отверстий для саморезов не было, пришлось их просверливать самостоятельно, но благо профиль в этом месте полый, поэтому отверстия не сквозные. В комплекте шли вот такие вот лентообразные уплотнители силиконовые. Они вставляются со стороны душевой кабинки между стеклом и профилем. Они имеют Т-образную форму, узкой стороной вставляются вовнутрь, а более толстая остается в видимой части. Устанавливаем каркас с боковыми стенками на поддон и с помощью саморезов соединяем с задними стенками душевой кабинки. Благо, тут уже производитель не дал маху, и все отверстия были в наличии и даже совпадали друг с другом. Выравниваем кабинку по краю поддона и фиксируем саморезами кабинку к поддону. Мы решили, что стыки между корпусом и поддоном нужно просиликонить. Так можно быть уверенным на 100%, что вода из кабинки при эксплуатации не будет попадать в помещение. Устанавливаем кабинку на ее постоянное место. Готовим двери к установке. Двойные сверху. Одинарная с кнопочкой для того, чтобы попасть в пазы. Чтобы была возможность. На верхней навешиваешь, она висит дверь. Чтобы попасть в паз, отжимаешь, он защелкивается. Здесь нажимаем кнопочку, и ролик становится. И для регулировки дверей в вертикальной плоскости есть регулировочные винты. Ну, я думаю, мы будем регулировать уже в конце, когда закрепим кабинку. Ставим уплотнительные шторочки на стекло, на край стекла. Бокового прямого, да? Сначала. Да. Внизу до упора. И между собой эти жалюзи работают вот таким вот образом. Опа. Шуруп. Получается, здесь закрыто, там закрыто. И когда они выдвигаются до предела, получается вот так, оп, И закрыто. и закрыта полностью щель, и сюда не будет попадать вода. Навешиваем ручки. Двери навешаны, ручки прикручены, и остался самый простой этап работы с дверями – установка ограничителей.
Проще ничего нет, как саморезом прикрутить силиконовый ограничитель, засверленное на фабрике место. На каждую дверь идет по 2 ограничителя сверху и снизу. Два силиконовых уплотнителя с магнитной лентой. Все уплотнители одеваются легко, но при этом отлично держатся без каких-либо зазоров. Вот теперь уже окончательно регулируем дверцы, чтобы не было щелей. Все самое сложное сделано. Корпус душевой собран. Подключаем лейку для душа. Тут уже все просто. Просто присоединяем шланг к штуцеру и к самой лейке. Да, и самое главное, подсоединяем кабинку к горячей и холодной воде. Эта кабинка спроектирована так, что стоять она должна вплотную к 2 угловым стенам и, соответственно, крепиться напрямую за них. Но у нас такой возможности нет, поэтому крепление у нас вот такое, и будет оно только с одной стороны. Проверяем работоспособность и герметичность душевой. Вот оно, деревенское счастье. Пошла горяченькая. Тепленькая. Тепленькая. Но у нас на 40 градусов стоит бойлер. Отлично. Все сухо, нигде течи нет. Ни внутри, ни снаружи. Все, ждем, пока засохнет силикон, и можно будет уже эксплуатировать. И вот такой итоговый результат у нас получился. Так что не торопитесь приглашать на сборку мастеров. Все, абсолютно все можно сделать своими руками. Нам же осталось установить только боковую стенку. Это будет стена с дверью купе. И навесить на окна шторы день-ночь, которые я тоже планирую сделать сама. На этом всем пока и до новых встреч!